Здравствуйте, уважаемые трейдеры, с вами Роман Шевченко, и сегодня мы рассмотрим еще один торговый сигнал на покупку. Напоминаю, что я торгую исключительно по ценовым импульсам. Как я их определяю, думаю, что вы уже в принципе знаете, но напомню. Мне необходимо получить 3 минимума и 3 максимума, каждый из которых должен быть выше предыдущих. Потом я нахожу зеркальный уровень, ну и собственно от этого уровня по импульсу открываю сделку. В данном случае сделка на покупку. Более детально, где мы размещаем стопы и тейк-профиты, поговорим чуть позже. Сейчас вы видите перед собой ценовой график нефть, именно часовой временной интервал. Мы видим, что каждый следующий минимум и каждый следующий максимум выше предыдущих. Соответственно, нам необходимо найти сильный уровень поддержки, от которого будем, естественно, покупать. Итак, мы видим продолжительная консолидация, значит, вот здесь будем искать сильный уровень. Как мы это делаем? Смотрим, как вела себя в истории цена возле этого ценового значения. Мы видим, что ранее этот ценовой уровень сдерживал цену. Мы видим, что после пробоя назад вернуться не получалось. Соответственно, после пробоя вверх аналогичная ситуация и при снижении к этому уровню. Соответственно, принимаем торговое решение открывать сделки от данного уровня 41.15. Но вы прекрасно знаете, что, к сожалению, не всегда цена доходит пункт в пункт к сильным уровням. Поэтому было принято решение разместить отложенные ордера на покупку на 5 пунктов выше этого уровня, пункт в пункт. И, соответственно, третий ордер буквально на 5 пунктов ниже. При этом, как правило, я выставляю ордера стоп-лосс по рынку нефти где-то на 25-30 пунктов ниже. В данном случае было принято решение выставить всего-навсего на 25 пунктов ниже стоп-лосс по всем трем сделкам. Соответственно, ордер take profit, думаю, что вы в принципе знаете, я всегда выставляю у следующего уровня сопротивления. В данном случае вы видите, что был уровень сопротивления сформирован достаточно высоко. Это позволило бы нам получить соотношение риск-прибыли очень и очень хорошее. На данный момент уже открылись все три сделки на покупку. Это очень хорошо. Теперь нам необходимо дождаться, чтобы цена вышла выше максимума 3. И что это нам позволит? Это нам позволит сместить защитный ордер стоп-лосс выше цены открытия. То есть в тот момент, когда обновляется последний максимум, у нас уже не будет никаких рисков. Вы видите, что я сместил защитный ордер стоп-лосс с зоны риска, то есть с отметки приблизительно 1.4090 в область на 10 пунктов выше цены, точнее где-то на 5 пунктов выше цены 41.15. Соответственно, мы уже видим, что цена приходит к ордеру take profit, уже отработались все три сделки. Соответственно, что это нам позволяет? Это нам позволяет получить прибыль по всем трем позициям. Мы видим, что риск по трем позициям составлял 1,2% или же $60, в то время как прибыль мы получили 10,5% или $525. Помните, что соотношение по риск-прибыли должно быть не ниже 1 к 3. Лучше всего, когда это 1 к 4, 1 к 5 или и более того. Соответственно, на рынке нефти у нас есть возможность получить очень хорошее соотношение по риск-прибыли. Всем удачи и всегда помните, стоп-лосс необходимо выставлять всегда.